Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 20 декабря, сегодня у нас с вами среда. Обращаем ваше внимание, что сегодня все-таки достаточно опасный, сложный день, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, а также в вечернее время обязательно проведите практику, положите это под кровать и скажите определенные слова, чтобы в вашей жизни все стабилизировалось и было все самым лучшим образом. Итак, друзья, давайте с вами проговорим и узнаем, а что же нас сегодня действительно очень важное ждет. Итак, друзья, обращаем ваше внимание, что по лунному календарю сегодня у нас с вами 8 и 9 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Овен. Хотя растущая луна сегодня и в знаке зодиака Овен, но рекомендуем вам обратить внимание на следующие советы и рекомендации. Дело в том, что энергетика этого дня, она крайне отрицательна и достаточно сильно будет влиять на человека. Поэтому сегодня на протяжении всего дня рекомендуем вам быть очень внимательными, нужно быть очень осторожными, потому что сегодня могут быть и обманы, могут быть какие-то заблуждения, иллюзии, поэтому ваша задача сегодня быть максимально сконцентрированным. Даже если вы уверены в себе на 100 000% и знаете, что для вас день пройдет хорошо, в любом случае обращайте внимание на ключи, на кошелек, на мобильный телефон, на сумку, потому что сегодня ввиду того, что все-таки достаточно темный сатанинский день, поэтому внешнее так называемое зло будет врываться в биополе людей и пытаться что-то им изменить, что-то напортачить. И ваша задача сегодня не стать вот этим источником, который начнет также распространять негатив по вашему именно дому или по тому месту, где вы проживаете или где вы находитесь. Обратите на это внимание. Кроме того, сегодня люди будут немножечко взбудоражены. Люди сегодня будут подвержены страхам, тревогам, даже мрачным мыслям. То есть, если вы видите в своем окружении, что люди в какой-то момент начинают злиться, начинают язвить, начинают что-то не очень хорошее говорить, то все-таки будьте осторожны. Также сегодня нужно быть очень осторожным со своими эмоциями, потому что, к сожалению, люди будут склонны будут сегодня к каким-то конфликтам и будут оправдывать свои собственные, к сожалению, ошибку и будут перекладывать ответственность за свои ошибки, за какие-то промахи на других людей. Поэтому ваша задача все-таки быть сегодня немножечко осторожными, быть сегодня немножечко внимательными, не стараться сегодня идти на поводу у тех эмоций, которые могут отправлять, например, ваши люди или в вашем окружении. Это нужно быть очень внимательным и осторожным. Также сегодня, вероятно, осложнение на работе. Дело в том, что сегодня в любых делах, за что бы вы не брали, что бы вы не делали, вам трудно будет достичь гармонии и взаимопонимания. Поэтому старайтесь сегодня избегать каких-то напряженных ситуаций. Кроме того, сегодня ваш руководитель, ваше начальство, даже ваши коллеги по работе могут быть настроены недружелюбно. Вот знаете, вот день такой тяжелый, и многим будет казаться, что они встали не с той ноги, что у них что-то не получается, будут что-то себе под нос бормотать. Поэтому ваша задача сегодня улыбаться, нести радость, нести улыбку. Да, это сложно, многие могут крутить палец у виска, но вы знаете, это их проблемы. Ваша задача устоять и ни в коем случае не поддаваться на тот негатив, который они будут нести. Также рекомендуем вам сегодня не проводить какие-либо финансовые операции, потому что, к сожалению, есть риск стать жертвой обмана или мошенничества. Да самое простое, люди сегодня даже, возможно, некоторые не смогут дать вам сдачи, хотя человек вот может считать, говорить, именно деньгами, банкноты давать совсем другие. Поэтому сегодня никому не доверяем, всех проверяем, даже если это ваши близкие люди, потому что вот это
вот ошибки, которые допущены вот такой день, а вот как у нас сегодня с вами 20 декабря, они всплывают буквально через 2 недели, через месяц. И вот тогда уже будет, знаете, сложнее разгребать ту или иную проблему. Поэтому, если сегодня что-то обсуждаете, обсуждаете, что-то делаете, то обязательно попросите кого-то, чтобы вас проконтролировали, чтобы вас убедились в том, что так или не так. Также сегодня неблагоприятно брать кредиты, отдавать долги, подписывать какие-то финансовые документы. Даже если у вас сегодня назначены, и вы видите прям, что высшие силы не дают вам этого сделать, вы где-то опаздываете, у вас что-то поломалось, вас что-то не отпускает, задумайтесь, возможно, это повод сегодня, кстати, не подписывать документы, а переиграть и уже это сделать, например, в другой день. Помните о том, что высшие силы, они также наши помощники и обязательно нам всегда будут помогать в жизни. Но, конечно же, мы не должны раздевать варежку, а мы должны слышать их. Конечно же, проблема вся в том, что высшие силы, наш ангел-хранитель, они из нематериального мира, и, соответственно, мы, живя в материальном мире, знаете, не можем, как правило, найти точки соприкосновения, да, если у вас развита интуиция, то, конечно, вам повезло, но многие люди только учатся этому, поэтому старайтесь вот обращать внимание на те или иные знаки. Кроме того, ввиду того, что хоть сегодня день такой вот агрессивный, недоброжелательный, капризный даже, то сегодня хорошо в этот день прощать людей, особенно тех, которые вас обидели, которые вас огорчили. Если вы находитесь на расстоянии или вам тяжело попросить прощения, возьмите листок бумаги и проведите практику прощения с тем или иным человеком. Просто проговорите. Если вы в этот момент будете плакать, реветь, немножечко поревите, поплачьте, подумайте. Это даже очень хорошо для вас, для вашего внутреннего состояния. И после этот листок обязательно сожгите. Представляете, что вот эта обида, вот это, возможно, где-то недопонимание, огорчение, вот этот негатив, он вместе с огнем, он сгорает с бумагой и больше не появляется в вашей жизни. И вы потом увидите, что те люди, которые действительно искренне, вот случайно так получилось, да, что вы поругались и вы обидели и так далее, то вы увидите, что люди будут немножко по-другому реагировать со временем, и хотя они будут чувствовать и понимать, что вы попросили прощения, но они будут к вам относиться уже намного по-другому. Что же касательно здоровья, сегодня обязательно, дорогие наши подписчики, гости канала, обратите внимание на грудной отдел, на предупреждение межреберной невралгии и стенокардии. Обращаем ваше внимание. Также сегодня вероятны отравления и интоксикации. А болезни, которые могут начаться именно в этот день, 20 декабря, могут трактоваться как весьма серьезные, так как нас предупреждают о том, что вы выбрали неверный путь своего духовного развития. Что же касательно стрижки волос, то сегодня, к сожалению, а может даже к счастью, неблагоприятный день для стрижки волос. Это может повлечь за собой ухудшение как здоровья, так и, возможно, заболевания. Поэтому, если у вас на этот день вы решили какие-то делать особенно кардинальные изменения с волосами, со стрижкой, подумайте, возможно, вам стоит перенести на другой день, не спешите. На что еще, друзья, вам стоит обратить внимание? Сегодня не стоит начинать ничего нового. Лучше заниматься вот завершением начатых дел. Не стремитесь сегодня что-либо делать новое, интересное и так далее, потому что все-таки пустой день, сегодня все-таки тяжелый день, и это вы будете ощущать на протяжении всего дня, к сожалению. Также большая просьба ко всем: ни в коем случае сегодня нельзя проливать молоко. И лучше вообще не смотритесь в зеркало. Если смотритесь, то только в свое зеркало, и все равно ненадолго, друзья, потому что именно сегодня это имеет очень важное значение.
Кроме того, сегодня опасно общаться со своим начальством, со своим руководством, потому что эти общения, эти контакты, к сожалению, не принесут ничего нового. Это будет только недовольство, это будет недопонимание и так далее. Что же касательно смены места работы, то в этот день лучше работу все-таки не менять. Переждите. Энергетика этого дня не будет способствовать тому, что на новой работе вас встретят с хлебом и солью. Что же касательно операций с недвижимостью, тоже не рекомендуем сегодня заниматься какими-либо сделками с покупкой, с продажей или с тем же обменом. Перенесите. Также сегодня не стоит выяснять отношения, потому что сами по себе люди склонны сегодня к конфликтам и даже будут оправдывать свои ошибки и стремиться переложить ответственность за свои какие-то ошибки, за какие-то свои негативные моменты в жизни на других людей. Что же касательно зачатия, сегодня один из самых неблагоприятных дней для зачатия. Что же касательно физической нагрузки, этот день очень хорошо подходит для физических нагрузок, полезно выполнение любых силовых упражнений. Также в этот день хорошо заниматься планированием жилища, ремонтом, но день не подходит для работы на кухне, обратите на это внимание. Ну а сны, приснившиеся в этот день, к сожалению, могут быть для вас неприятными, тяжелыми и страшными, но им можно не придавать значения. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 20 декабря. И вы знаете, карта выпала на сегодняшний день, которая звучит следующим образом. Вы создали эту ситуацию, и только в ваших силах ее изменить. Эта карта говорит о том, что вы создатель своей жизни, что вы творец, что вы архитектор, и то, что вы для себя создали какую-то проблему, вы ее сами с легкостью, вот буквально с легкостью сможете решить, и вы можете изменить ту или иную ситуацию, а также и отношения. И очень важно, что вы перестали винить себя, и вам нужно перестать раздражаться по пустякам. Старайтесь контролировать все то, что происходит в вашей жизни. Иногда это очень сложно, и также сегодня не стоит быть вам высокомерным. Помните о том, что как только вот у людей появляется это высокомерие, к сожалению, очень многие моменты в их жизни просто исчезают, а этого не должно быть. Также сегодня очень важно, чтобы вы обращались к Господу Богу, высшим силам, к ангелу-хранителю, к архангелу Михаилу, потому что ваши слова, они действительно могут изменить вот чудесным образом вот ту ситуацию, те моменты, в которые, к сожалению, вы оказались. Также сегодня тот день, когда не стоит себя ни в чем винить, ни других. Но так получилось, вам нужна главная ваша задача провести работу над ошибками и больше такого никогда не допускать. Старайтесь сегодня подумать о том, как вы можете решать ту или иную ситуацию, задать себе вопрос, а что вам нужно для того, чтобы это решить или это сделать. Также постарайтесь позволить, вот именно себе позволить разрешить вашу жизнь к лучшему. Благо идут уже у нас скоро новогодние рождественские праздники, и вот это время, оно очень будет сильное по своей энергетике, поэтому обязательно проводите практики, обязательно общайтесь с ангелом, своим хранителем, с высшими силами, с Господом Богом. Вам обязательно высшие силы помогут, и, возможно, даже вы увидите новую дорогу в своей жизни. Помните о том, что все в нашей жизни возможно. И молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать, друзья, она звучит следующим образом. Спасибо, что даешь мне силы учиться и напоминаешь о моей силе. Прошу, веди меня и исцеляй божественной волей, создавая мир и благословляя всех. Напоминаем, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Ввиду того, что сегодня тяжелый день, сатанинский день, и очень важно в вечернее время провести одну простую практику. Вам нужно взять зеркальце. Это может быть зеркало, может быть маленькое зеркальце, здесь на ваше усмотрение. И
на зеркало вам нужно сказать следующие слова. Зеркало волшебное, меня оберегай, меня направляй, достатком меня приумножай. После этого это зеркало нужно обязательно положить под кровать, где вы спите, а на следующий день это зеркало обязательно промыть проточной водой и поставить туда, где вы обычно пользуетесь. Таким образом вы сможете привлечь вот те блага, вы сможете привлечь в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. А также возможно открыться новым возможностям в вашей жизни. Поэтому пробуйте, все в ваших руках. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, обязательно в комментарии к этому видео напишите слово «защита». Пусть ангелы-хранители, высшие силы вас оберегают. Даже можете в комментариях написать прошение о том, чтобы ангел-хранитель вас сегодня помог и оберегал вас. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.